Маркетинговая компания Стюарта Макданиэля. Уютный офис, расположенный на первом этаже здания в оживленном районе. Современная, светлая и стильная рабочая среда, открытая планировка, стеклянные перегородки, удобные рабочие места и, внезапно, мыши. Мелкие грызуны, гуляющие по полу, время от времени прячущиеся в шкафчиках и со своими неприметными, но настойчивыми лапками, напоминая о старой проблеме нежелательных соседей. Конечно, это нарушало комфорт, отвлекало сотрудников и создавало беспокойство. Стюарт, как опытный руководитель, не стал откладывать решение на потом. Он решил прибегнуть к тому, что веками использовали люди — традиционные методы борьбы с грызунами. Однако, имея в виду, что в условиях современного офиса ловушки или яды могли быть нежелательны, стресс, потенциальная опасность для сотрудников, этическая сторона вопроса, выбор пал на живой метод — кота. Стюарт решил взять кота из приюта, милого пушистого малыша, которому было около 6 месяцев. Это оказалось идеальное решение. Кот быстро освоился в новой обстановке. Мягкое кресло, подоконник для сна, игрушки и, конечно, доска для когтей. Уже в первое утро он проявил свою непосредственную полезность, обнаружил мышиную нору и несколько раз возвращал пойманных вредителей. Но не менее важно, веселил сотрудников, периодически запрыгивал на стол, усаживался на клавиатуру, отбрасывал мышь на экран и тем самым создавал живую сценку офисной комедии. Это было не просто дополнение к офису, это стал полноценный рабочий ритуал. Кто сегодня увидит кота, помогавшего в борьбе с непрошенными гостями? Он дал компании ощущение тепла и уюта благодаря своей естественности и комичности. Люди начали объединяться вокруг него. Кто-то приносил специальную подстилку, кто-то вкусняшки, кто-то безмолвно улыбался в момент его появления. Однажды утром сотрудники обнаружили перед стеклянными межофисными дверями лежащие наличные, купюры. Кто-то пренебрежительно принял это за соринку, кто-то задумался. А что здесь происходит? На покупку кофе? Или забыл? Но через час оказалось, кот сидел рядом с этими купюрами, словно охраняя свое сокровище. Последующие дни повторяли одну схему. Закрытыми стеклянными дверьми кот находился внутри офиса. Лежали деньги. Сам кот спокоен, достоинственен, сидит рядом. Никто не мог объяснить, откуда деньги. Ни сотрудники, ни знакомые, никто из местных компаний не признавался. Любопытство сотрудников взяло свое. Сначала они шептались, обсуждали, спорили, строили версии. Было забавно, когда кто-то предположил участие неопознанного близнеца Стюарта, когда этажом выше, или даже заподозрили мистическую помощь от соседнего офиса. Но, разумеется, эти теории вскоре отпали. Ведь новый герой тоже, хитро прищурившись, остался изнутри. Решили установить наблюдение. Один сотрудник нес с собой под стол портативную камеру, впрочем, что-то вроде GoPro. Другой тщательно держал глаза на дверь, следующий притворялся погруженным в работу. И они увидели кадры, достойные сценария, прохожие, поглаживающие стекло и проявляющие интерес к коту, тянутся к щели между створками, будто играя в «осторожный кот». Осторожно просовывают купюру, и кот нежданно на сцену выходит. Ловко, буквально мастерски забирает купюру и убегает внутрь. Учудилось, как в самых забавных сценах мультфильмов. Кот сидит, выглядывает в щель. Человек протягивает купюру — 5-10 евро. Кот молниеносно захватывает ее. Счастливый прохожий отходит, ошарашенный. Кот — гордый победитель. Офис компании оказался прямо в сердце торговых центров, прогулочных зон, близлежащих кафе
и пешеходных аллей. Толпы гуляющих, многие из них неспешные. Молодые семьи, пенсионеры с колясками, студенты. Приятели кота-героя запомнили. «О, там кэшнип сидит!» Повторялась цикличная модель. Прохожий видит кота, бросает купюру. Кот ловит, оказываются деньги. Внешне милый офис с кошкой на подоконнике превратился в локальную достопримечательность. Кот-банк, кот-уловист и пра. Сотрудники стали замечать. Некоторые доноры просто хотели посмотреть на кота. Другие – эффектно поддержать корпоративную атмосферу. Третьи оппортунистически создавали кофейный повод – пройтись мимо офиса. И, наконец, неформальное жертвенное собрание средств. Важно, что никто не требовал этого. Весь процесс добровольный и спонтанный. У всех была искренняя улыбка. Кот есть кот, и мир наполняется очарованием. Стюарт и команда понимали, эти деньги нельзя оставить просто так. Они решили превратить курьез в небольшую благотворительную инициативу. Проработали юридическую сторону, связались с близлежащим центром для бездомных и в конце месяца передавали собранное в виде формального пожертвования. Социальная миссия сблизила коллектив. Сотрудники регулярно обсуждали сумму, фиксировали, как рос накопительный счет, творчески готовили акции вроде «Понедельник милосердия», день, когда коту сыпали больше купюр, а на конец месяца приходили, представили, как собранный фонд помогает нуждающимся. Это стало больше, чем корпоративная акция. Это осознание социальной ответственности и локального вклада. Кот получил имя Cashnip, игра слов, сочетающая английское cash – наличные и catnip – кошачья мята. Имя оказалось идеальным, семантически, прозрачное обращение к его привычке, весело и по-английски звучащее. При этом ассоциативно он получил персональность, бренд, символ. Логотип, вероятно, пришлось бы разработать. Фон с котом, держащим купюру. Но этого не сделали пока. Достаточно самого образа. Можно было бы, кто знает, может быть, в будущем выпустить фирменные футболки с надписями вроде «Feed the Cashnip» и направить доходы в ту же благотворительность. То, что началось как необходимость, превратилось в формирование особой корпоративной культуры. Сотрудников объединяло общее заботливое, игровое отношение к коту. Создалась традиция. Добровольное участие разного уровня, включая почтовые пожертвования. Усилилось внутреннее ощущение того, что компания – это не только работа, но и сообщество. Сотрудники заметили, это помогает учиться быть внимательнее, эмпатичнее, проявлять инициативу не только ради дохода, но и ради смысла. Среди клиентов, партнеров, знакомых офис кота получал репутацию яркого и юмористического фишки, публикации в соцсетях, фотографии кота рядом с купюрами, забавные видеоролики. Кому-то было предложено смонтировать видео, где кот ловит деньги в замедленной съемке. Это помогло повысить визибилити бренда даже без облета заказчиком через естественный пиар. Из истории «Кот забирает наличные и отправляет на благотворительность» родилась идея. Возможно, другие офисы в городе или странах захотят подхватить Cashnip Challenge. Кто-то предлагает Cashnip Day в Facebook. Задумка – складе животного в офисе, создайте локальную радость и пользу. Коллектив компании обменивается идеями о том, как контролировать или масштабировать процесс. Установить прозрачный ящик, куда кошка может кидать деньги. Туалетный входик, кошачий банкомат. Ежемесячный отчет о пожертвованиях, публикуемый на сайте. Конечно, с этим случаем были и размышления о юридической и этической стороне. Действительно ли деньги – это пожертвование, а не дар? Какие налоговые последствия?
Кто несет ответственность, если кот поранится, вцепившись в купюру? Как обеспечить прозрачность передачи средств, наличные банковские переводы? Стюарт и сотрудники проконсультировались с бухгалтером насчет налогообложения, вели учет количества и сумм, согласовали журнал передачи средств с директором Центра помощи бездомным, пригласили на фотографию представителей Центра в офис, включая кэш-НИПа, потом опубликовали фотоотчет. Таким образом, инициатива стала не просто локальным забавным офис-лор, а устойчивым социокультурным проектом с отчетностью и социальной миссией. И вот взгляд вперед. Возможно, привлекут дополнительных добровольцев. Другой кот, кошка, расширят круг благотворительных партнеров, приюты, хосписы, фонды. Запустят официальную страницу Кэшнип в соцсетях, выкладывая истории о пожертвованных суммах. Разработают сувенирную линейку. Кружки, значки, футболки. Прибыль от продажи идет в ту же благотворительную копилку. Этот рассказ – пример того, как простая идея может перерасти в нечто значимое. Это урок о том, что власть юмора, живой случайности и искренности способна пробудить не только улыбку, но и настоящие поступки. Стюарт, Кэшнип и его команда доказали, даже код и немного наличных – это путь к доброте, объединяющий людей, компании и сообщества.